Хочется сделать лучше. Мерседес тоже начинался с мотоколяски. Хочу с тонированным стеклом, да пожалуйста. Ну, то есть он большой, ощущение сразу чего-то грандиозного. То, что он поедет 120, сомнений не было. Как-то сложилось так, если есть возможность зайти 10, значит обязательно зайду 10. Постоянно участвовал в чем-то новом. Опыт он опыт. Физика, она как была физикой, так и осталась. И это как дети. Ну, ты же не делишь, этот самый любимый, это не очень. Вы смотрите UST Insight. Это программа, в которой мы знакомим вас с разработчиками струнного транспорта. Сегодня у нас в гостях Алексей Водопетов, начальник управления подвижного состава. Добрый день, Алексей. Добрый день, Ольга. Команда Алексея отвечает за конструкторскую документацию всего подвижного состава. Алексей, хочу спросить вас в первую очередь о фильме «Карат». Он недавно вышел на нашем канале, произвел огромное впечатление на всех зрителей. Понравился ли он вам и какие впечатления вызвал? Фильм, на мой взгляд, снят шикарно, показал всю историю создания транспортного комплекса, и впечатления, такие, не знаю, завораживающие. В фильме вы называете «Карат» титаном и глыбой. Да, он огромный. Почему это сравнение уместно, по-вашему? А сейчас расскажу, потому что если брать привычный нам транспорт, то есть вот ты подходишь к «Карату» и понимаешь, что это автобус. Это вот автобус на 25 человек. Но ты к нему подходишь и понимаешь, что по высоте он гораздо выше. То есть он большой. Из-за того, что у него есть вот эти разделения на тяговый пассажирский модуль, и тяговый модуль, он тяговый находится над пассажирским. Он находится над пассажирским, плюс он находится над путевой структурой, над рельсом. И он из-за этого вытягивается. Вот когда ты к нему уже подходишь, он 4,5 метра высотой. Автобус там 3, сколько там, 3,5. То есть он на метр выше, чем автобус. Ощущение сразу чего-то грандиозного. Да, потом, когда он едет по вот этой струне, он теряется, он становится маленьким в окружении. Потому что он высоко и далеко. Высоко и далеко, да. Но когда он вот прям рядышком, ты не ожидаешь, что вот эта машина, она прям такая большая. Многие наши партнеры очень ждали скорости 120 км в час от «Карата». Да. «Карат» ее сделал. У вас не было сомнений в этой скорости? 12 тонн и 120 км в час – это совершенно нереальные, несовместимые вещи в моем сознании. Нет, на самом деле машиностроение и, в принципе, автомобилестроение, оно же уже давно, и все расчеты, которые есть теоретические, их уже проверили миллион раз на машинах, поэтому то, что у нас другая технология, машины не похожи на все остальные, которые ездят по улице, да, по дорогам общего пользования. Вот, это одно, но привода и все физические законы, они все одинаковые. В принципе, подписаться под каждым словом Анатолия Эдуардовича, что физика, она как была физикой, так и осталась. Просто с нее надо выжимать максимум. Поэтому физические законы, они остались, никто их не изменил, все расчеты есть, расчеты подтвердили, мы проверили у себя тяговую динамику в плане самих двигателей, получили все, что мы хотели, все, что мы закладывали туда, и поэтому, то, что он поедет 120, сомнений не было. Надо было просто подать туда питание. Единственная причина того, почему он там не сразу сделал 120. Поехал, совершенно верно. Не сразу поехал, это отсутствие необходимого питания на путевой структуре. Если «Карат» — это самая большая машина, созданная в UST, то Unilight, наверное, самая маленькая, так? На самом деле есть еще меньшая машинка у нас, но она опытная. Если Unilight — это машина, которую уже запустили в эксплуатацию, и она действительно самая маленькая среди машин, которые эксплуатируются в принципе, то у нас еще есть опытная машина Univind, она еще меньше. Она вообще двухместная. Так вот, мой вопрос все же касался Unilight, да? Так. Это первый коммерческий проект, в эксплуатации уже больше года она перевозит пассажиров. Что показал опыт эксплуатации? Наверное, вы как инженеры не отправляете свое детище в свободное плавание, вы следите за тем, как она проходит эксплуатацию. Конечно, следим, как проходит эксплуатация, следим за теми узлами, которые мы туда внедрили, потому что были решения, которые у нас не использовались ни на одной машине до этого. Поэтому за машиной, конечно, все время следим. В том числе и проверялись на этой машине и отсутствие тяговых приводов, какое-то количество. Моторы перестают работать, если вдруг по какой-то причине
И машина должна не просто доехать, довести пассажиров, она должна работать, в нашей логике, должна работать в штатном режиме. Так. То есть бесконечно долго дальше работать. Мы там будем его менять, чинить или, я не знаю, что-то с ним делать. Неделю, день, два, там, час. Машина все это время ездит. То есть, по идее, вообще штатная работа у нас рассчитана на отключение 2 моторов. То есть они по какой-то... 2 из 8, 25%. Какой максимум моторов отключали? Ну, пока больше 3 не отключали. Хотя, ну, просто у нас половина, если мы вот 4 из 8 4 отключаем, то тут уже ограниченный функционал. То есть, по идее, вообще штатная работа у нас рассчитана на отключение 2 моторов. То есть они по какой-то... 2 из 8, 25%. Да, поняла. Какие системы вот по итогам вот этих тестового года проявили себя лучше всего, а где есть вот какие-то ниши для роста? Что бы вы улучшили сейчас? Тут такой вопрос немножко философский. Если, ну, что бы мы улучшили, машина Unilight, она простая. Там самая основная система, вообще ее функция просто вести. Там есть подвеска, потому что должен быть комфорт. Но если сравнивать с подвеской Карата, то это вообще разный уровень. То есть это вот машинка, которая перевозит, это Unilight. Машина, которая комфортно едет быстро, это Карат. Поэтому то, что хотелось бы улучшить в простой машине, ну, я пока не могу сказать так, что, как вам сказать, в ней нету, например, кондиционера. Вот мне лично вот комфорт важен. Там же кондиционирование из-под пола да, идет. Ну, предположим, ситуацию приходит заказчик и говорит: мне нужен Unilight. Вы делаете его по тем же рельсам, по тем же чертежам, точно такой же, как он есть. Правильно? Ничего не меняя. Вообще да. Ну, идея-то такая. То есть машинка выпустилась, она прошла испытания, она получила все протоколы и готова к внедрению в серию. То есть дальше уже покупатель покупает конкретно эту машинку. Единственное, что в ней могут быть модификации под конкретного покупателя. Хочу с тонированным стеклом, да пожалуйста. Хочу, чтобы там вот вентилятора вообще не было. Или наоборот был вентилятор. Ну, значит, будем вставлять вентилятор, возможность есть, там, чтобы обдув был. И так далее, и так далее. Алексей, насколько важна вам, как инженеру, такая вот обратная живая связь с трассы? Почему вам важно получать вот эти данные об эксплуатации? Связь нужна обратная обязательно, потому что мы не стоим на месте. То есть если бы мы вот сделали машину, отправили ее, все, мы ее выпустили, мы ее от себя отпустили, и она сама себе живет, то дальше, как зачастую, берутся решения какие-то, которые уже там есть в этой машине. И нужна абсолютно обратная связь, вплоть до того, что удобно ли расположение поручней вот так, как они там стояли. Потому что мы можем взять те ошибки, которые мелкие какие-то были, и дальше их пытаться каким-то образом масштабировать, в другие машины закладывать. Тиражировать, да. Поэтому обратная связь. Бывает обратная связь как положительная, так и отрицательная. То есть бывают моменты, которые вот это неудобно. Вот нам неудобно. Вот у нас был вопрос с Unilight, неудобная фиксация двери. Вот просто неудобная. Плохо закрывалась? Нет, когда открываешь дверь, она должна фиксироваться. Вот тот фиксатор в раскрытом состоянии, да. И та фиксация, что там была, вот, ну, она неудобная. Там у нас отработала система боковой стабилизации. Мы там ставили боковые ролики. Ну, классно, все, можно ее применять дальше. Боковая стабилизация при ветре или... При ветре, при машинке, когда едет, да, чтобы ее не стягивало влево-вправо, и мы вкладывали туда какие-то решения помимо реборных колес, еще там боковые ролики вкладывали. Ну, были вопросы, которые нужно было там отработать. Вот, показали себя хорошо, перешли в другую машину. Я замечаю, когда наша аудитория смотрит ролики в соцсетях, вот все удивляются, почему дует ветер, а машина едет ровно, почему ее не сдувает, какие вообще боковые нагрузки может воспринимать наш транспорт. Ну, может быть, Unilight или весь транспорт, если эти параметры для всех одинаковые. Вот Unilight, Карат, наши вот бирельсовые машинки подвесные, они все до 14 метров в секунду с полным функционалом. 14 метров в секунду — это достаточно большой ветер. Это достаточно большой ветер. Да. Его почувствуешь даже в машине, если будешь ехать на трассе, когда дует сбоку, качнет. Да, качнет обязательно. При этом что произойдет с Юнимобилем? Если брать автомобиль обычный, у него есть подвеска. Так. И она работает, вот машина стоит колесами на земле, сверху давит на нее эта подвеска, и вся тяжесть на подвеске сверху. В подвесной системе вот эта вся тяжесть, она снизу, она под землей. Ну, то есть она где-то в другой стороне. И когда вот эта нижняя часть отклоняется,
она создает реактивную силу, которая возвращает на место. То есть, ну вот, саму тележку тяговую толкает против движения ветра. Да. Ну, как, я не знаю, наверное, вот что-то схоже с парусом, когда против ветра вот плывут, его располагают определенным образом, и может плыть яхта против ветра. Но суть такая, силовая стабилизация, она такая. Ну, физика, она есть физика. Знаю, что сейчас внимание вашего подразделения в основном сосредоточено на юнимобиле для санатория «Сосны». Совершенно верно. На каком этапе работы сейчас, чем занимаетесь? Сейчас мы уже выдаем рабочую конструкторскую документацию. Вот, и планируем, наверное, к Новому году мы ее полный комплект уже выдадим. То есть провели работы по поиску покупных изделий, по подбору каких-то компонентов, которые будут очень долго к нам идти. Вообще, конечно, под санаторий «Сосны» было там отдельный заказ, так сказать, там отдельная машина, там не машина «Карат», там «Карат» не нужен был большой. Нужно было что-то сделать маленькое, легкое, при этом комфортное, с большим объемом внутри, но малым количеством пассажиров. При этом тоже там очень хотелось видеть кондиционирование, и тонировку. Ну, в общем, много чего туда пожеланий было. Комфорт, красота, чтобы это было что-то новое, что-то интересное. Алексей, в линейке пассажирских юнимобилей достаточно машин, достаточно много машин. Да. Почему не выбрали ни одну готовую? Та машина, которая делается для сосен, это другое поколение машин. Просто мы уже технически собирали столько опыта, что пора было делать следующее поколение машин. Просто вот другое поколение. Опыт он опыт. Чем больше ты машин производишь, тем больше ты машин как-то следишь за тем, как они ездят, ты набираешь этот опыт. Никуда этого не деться. Мерседес тоже начинался с мотоколяски. И в итоге выросло в то, что выросло, только благодаря опыту за столько лет. Поэтому никто же не удивляется, что выпускается там каждых 5 лет новая машина. Но при этом это же трудозатратно для компании делать там, ежегодно или раз в 2 года выпускать новую машину. Как сказать? Если мы с вами делаем следующее поколение машины, которое качественно очень сильно отличается от предыдущего. И эти качества могут быть различны. Она может быть просто дешевле, чем предыдущая. Она может быть гораздо комфортнее, чем предыдущая, в зависимости от того, какие показатели мы вложили в эту машину, что она может. Поэтому, да, и плюс ко всему тенденция даже к внешнему виду, она меняется. То есть вот изменяется вокруг восприятия людей, как вот выглядеть должна машина. Определенная мода. Совершенно верно, да. То есть и то, что сегодня вот в моде есть, и когда человек видит там что-то, я не знаю, под классическую старину, не каждый ее воспринимает. А что-то уже сегодня современное, интересно. Например, на этой машине у нас ни одной машины нету с так называемым парящим остеклением. То есть там не будет рамки, а остекление будет красота. Вот как будто Я видела рендеры. Вот, оно будет как будто парить, так, в воздухе. Вот как современные тоже же, это же тенденция от современных, например, фасадов. От архитектуры. Да, там сейчас фасады все такие парящие. Вот у нас будут стекла такие парящие. Алексей, работа с чем-то новым, с новыми моделями, она, безусловно, интересная. Я вижу, как вы увлечены, вам интересно, вам круто на работе. Но при этом это сложнее, правильно, чем работать по накатанной документации, по определенным моделям идти. А здесь, вы знаете, такая ситуация, что кому как. Есть определенные люди, которым гораздо легче по накатанной. То есть вот я рисовал, не знаю, треугольничек, мне треугольничек удобно рисовать. А есть люди, которым скучно рисовать треугольнички. Я хочу не треугольничек, а параллелограмм, там, я не знаю, трапецию нарисовать, еще что-нибудь. А вы из какой категории? А так случилось, что, наверное, из второй. Из параллелограммов? Да, из параллелограммов, да. Потому что, как-то сложилась так жизнь изначально, что я постоянно участвовал в чем-то новом. Параллельно с соснами у нас идет Индия. Я знаю, что есть проект в Индии, и очень плотно занимаются наши проект-менеджеры. Работает ли ваше управление над машиной для Индии? Да, работаем мы над машиной для Индии. Это будет вообще большая. Это наш следующий этап больших машин. В принципе, по сути, у нас так и разделено. У нас есть конструктора, компоновщики, ведущие по машинам, которые занимаются конкретно. Кто-то занимается средним классом машин, кто-то маленькими машинами, кто-то большими. А здесь мы планируем сделать одну машинку
Она будет одномодульная и будет вмещать в себя минимум 40 человек. Максимум будет больше, потому что площадь позволяет. Площадь То есть чего? есть внутренний объем машины, есть стандарты по размещению на 1 квадратном метре. Сколько человек? Сколько пассажиров? Да, пассажиров можно разместить на 1 квадратном метре. Вот сам максимум это 8 пассажиров на 1 квадратный метр. Но можно разместить 5, 4, 3. Вот мы рассчитываем на 4 пассажира на квадратный метр. То есть она должна быть свободная, просторная. По сравнению с индийским автобусом точно. Совершенно верно, да. Но, тем не менее, будет проектироваться под полную загрузку, потому что Поняла. это Индия, и если там будут... Если можно, значит, зайдут. Мы все время так говорим. Если Точно. есть возможность зайти 10, значит, обязательно зайдут 10. Индия — это влажный климат, это жара. Я так понимаю, что машина тоже будет адаптирована под тропики. Да, машина будет адаптирована под тропики, но там свои требования у индийского заказчика. То есть он видит, как она, точнее, он предполагает, как должна выглядеть, что в ней должно быть. А скорее, они эстетические требования или требования технического характера? Ну, там требования скорее технического. Вот эстетически мы им уже предоставляем свои решения. А что конкретно технического характера, какие требования они хотят видеть? Почему их запросы отличаются от белорусских или тех, что в АЭ? У нас много есть регламентов технических. То есть у нас есть свой климат. Машинку мы должны делать под свой климат. Там есть свой тропический климат. У нас есть определенные ГОСТы, которые говорят, что должно быть и как должно быть в этой машине, какие температуры она должна выдерживать и так далее и тому подобное. Но индийский заказчик, у него видение немножко другое. Он, например, не хочет остекления. Хочет, чтобы это была открытая полностью машинка. Открытая вообще без стекол? Ну, по сути, да. А техника безопасности как же? Ну, декоративные какие-то, типа панели. Решетки, да, что-то в таком духе, но она должна быть вот открытая. Интересно. Панорамная, не просто, не через стекло панорама, а через вот прям, чтобы тебя Обдувал воздухом да, обдувало. Ну, есть такие вот определенные моменты, поэтому под них делаем отдельно. Я знаю, что Юнипс не так давно был на техническом обслуживании на заводе СВ-Плант. Скажите, ваше подразделение подключалось ли к этому ТО? И что делали, что смотрели? Было обслуживание, да. У нас ездила 210-я машинка, У4-210 ездила. Отправляли мы ее на СВ-Плант, чтобы провести большое ТО, так называемое. Вот. В принципе, ТО это запланированное, и наши специалисты появлялись там, как ведущий появлялся, потому что это его детище. Ведущий инженер? Ведущий компоновщик, который его детище. Остальных просто привлекали по мере необходимости, потому что это плановое ТО. То есть мы пришли, мы знаем, что там нужно проверять. Там нужно проверять колеса. Вот данные все, да, мы получаем. Да, у нас есть специальное подразделение, которое занимается обслуживанием машин. Вот это подразделение, там инженера, это не просто какие-то слесари пришли, сняли, посмотрели, поставили, это инженера, которые пишут потом отчеты. Вот. Ну, конечно, появлялись, да, ребята, здесь это рядышком, съездили, посмотрели своими глазками, отчет отчетом, а потрогать это совсем другое дело. Сколько лет он отъездил? Ой, машина 18-17 года. Вот. И это, наверное, второе такое большое ТО. Вот. Ваши разработчики остались довольны тем, как машина себя показала на протяжении опыта эксплуатации? Да, мы довольны, как она себя показывает. Машину мы ведем в принципе всю, и какие необходимы. То есть в ходе вот этой эксплуатации, которая была подконтрольная нами, выявлялись какие-то моменты, причем выявлялись иногда не только испытателями, которые там находятся постоянно, а просто чисто вот заходим, и надо вот это. Хочется сделать лучше. То есть мы уже созрели. Мы созрели перейти от, например, механической подвески к пневматической подвеске. Но у нас есть под боком вот эти машины. 210-я, 220-я. Давайте попробуем там. Они еще на механической подвеске? Нет, они уже все на пневматической подвеске. Попробовали? Здорово. Давайте теперь попробуем на большую машину поставить, в 220-й, который 48 мест. Давайте туда поставим. Поставили. Слушай, тоже здорово. Давайте теперь карат сделаем, но еще лучше. Поехал карат, он очень мягкий, все отмечают его плавность хода. Здорово, вот эту вот систему, только адаптированную под сосны, в сосны пошла. То есть этапы вот прям шли и идут, вот в связи с... Идет эксплуатация машин, есть какие-то пожелания, видим, как оно работает, идут доработки. Не в плане того, что что-то поломалось, и надо доработать, это неудобно. Даже в плане того, что мы готовы переступить на новый этап просто. Можно
Можно ли их унифицировать, или каждая машина требует отдельного проектирования? Вот хочется как-то прийти к тому, что вот у нас есть стандарт, вот пассажирский юнимобиль, вот грузовой. Выбирайте или такой, или На такой. самом деле мы вот к этому идем. Мы идем к стандартизации. Уже есть у нас стандарты Беларуси, СТБ на наши машины, и в котором конкретно прописано вот так стандартизируем. Вот это грузовой машина, грузовой юнимобиль, вот это пассажирский В юнимобиль. стандарте все до винтика, до болтика будет прописано? Нет, там не до винтика, не до болтика, но там прописаны все основные положения, как должна проектироваться машина, что она из себя, какие должны в ней быть составные части, как они должны, на что они должны быть рассчитаны. То есть это большой, серьезный стандарт, как, я не знаю, как стандарт на поезд, на вагон, то же самое. Большой, серьезный стандарт, в котором все прописано. Наверняка в нем будут и материалы прописаны, да? По поводу материалов в стандарте есть ссылки на другие стандарты. Ага. Потому что материалов очень много, и сейчас уже все, в принципе, производители, они не вписывают конкретно. Вот хочу вот именно АБС-пластик. Да нет. Я хочу пластик, у которого есть вот такие характеристики. И ссылаются на какой-то стандарт, который разрабатывается под определенные материалы. И оттуда выбирается. А как в компании выбирают материалы для юнимобиля? Откуда вы знаете, какой конкретно должен быть металл или какими характеристиками и свойствами он должен обладать? Какой должен быть пластик, кожа и все остальное? Ну, если материал, ну, тут секрета же нету. Материал есть общедоступен, который конструкторский материал, так называемый. Это если мы говорим про железо, алюминий, про все что угодно. Есть конструкционные материалы, стали. Вот из этих стали, из этой палитры стали, и конструктор выбирает под свои режимы нагружения. Есть еще и термообработка этих же материалов, то есть, которые можно заложить туда. Он будет дороже материал с термообработкой, но мы его возьмем в 2 раза меньше. И вот конструктор уже сидит, закладывает материалы, исходя из того, во-первых, предназначения его системы, которую он проектирует, и нагрузки, которые он нанесет. Если касается самой конструкции силовой какой-то, это там каркасов, да, и всего остального. Все, что касается облицовок пластика, то здесь уже большой вариант выбора материала на самом деле. И здесь куда нам идти? Там, в экологичность как идем больше, используем какие-то стекловолокна, я не знаю, или мы идем все-таки в пластик, который там может быть там, более горючий, да? Либо мы идем в железо, тогда мы понимаем, что у нас машина внешний вид будет иметь, исходя из той технологии, которая есть для обработки вот внешних панелей. Поэтому мы, например, для себя остановили стеклопластик, потому что мы можем на СВ-планте на нашем сделать, по сути-то, любую форму этого пластика. У нас есть свое производство, и поэтому выбор был очевиден, что мы делаем сами себе формы, сами себе их потом склеиваем, делаем из него панели стеклопластика. Вот. А вот эти прозрачные окна, они сделаны из чего? Как правило, это стекло, потому что оно должно быть безопасным. Пластик, он при каком-то там изломе или там трещине, не знаю, он не трескается, как стекло, а он не рассыпается. Да, понятно, остается на пленке. А зачем бронестекло или бронепленка снаружи? Это вообще признанная практика в плане защиты самого поликарбоната от механического истирания. Есть очень много пленок, которые можно пользоваться, можно выбрать любую текстуру у твоей машины. В общем, автомобилисты знают, что такое закатывать машину, упаковывать в эту пленку и чем она хороша. Поэтому мы тоже этой технологией пользуемся, и именно с поликарбонатом очень даже оно получается здорово. Во-первых, это к истиранию, во-вторых, у нас есть это как сэндвич-панель, то есть она становится прочней. Просто от того, что бросить камнем, она не разбивается. Если даже трескается, на этой пленке все остается. Как лобовое стекло в автомобиле. А вы проводили антивандальные вот такие тесты? Да, но это были скорее не тесты, а были, как вам сказать, рабочие моменты. Наверное, так больше. В процессе работы. В процессе работы, да. Иногда бывало так, что у нас стекло вдруг по какой-то причине по нему что-то ударило. Ой, смотри, как оно сработало четко. Просто дело в том, что мы заказывали вот эти вещи, которые с поликарбонатом и пленками, когда мы их первый раз ставили, это были готовые, по сути, изделия, которые уже имели сертификацию на это дело. Мы не тратили деньги на то, чтобы пытаться ломать то, что уже кто-то проверил и дает гарантию. Вот, когда посмотрели, что это работает действительно, все, здорово.
Я знаю, что многие системы дублированы или даже воспроизведены там в трехкратном повторении, правда же? Ну да. Какие из них и для чего это нужно? Дубляж систем идет жизнеобеспечение, имеется в виду вентилирование, ну, то есть то, что так называемое, от чего зависит да, то есть машинка, если вдруг по какой-то причине машина остановилась на путевой, чтобы люди там не задохнулись, чтобы всегда была независимая от независимого источника энергии подключается вентиляция. Либо, если она там, вот как в простом Unilight, вентиляции нету, значит, у нас есть отверстия, к которым есть доступ. В общем, в принципе, все приемы, они стандартные. То есть с ними все сталкиваются, любой производитель автобусов, поездов, трамваев, чего любого угодно. Транспорта. Да, любого транспорта, она имеется в виду, там, ну, наверное, кроме самолетов, там как-то не открывают форточки. Вот. Все остальные знают вот эти приемы, которые надо обеспечить в жизни, ну, чтобы люди выжили, там, чтобы не задохнулись и так далее. Вот у нас, в принципе, такие же идеи там заложены. И вот двойные системы, как правило, системы жизнеобеспечения. Все, что там тройные уже системы, это системы безопасности. У нас запроектировано таким образом, что в случае, даже если, я не знаю, отвалится уже там колесо, отпадет, ну, там ступится, ось это выпадет, на котором она стоит, мы все равно на раму ляжем. Вот, на саму остановится машина. Машинка, да, она просто на путевую, она не упадет, с нее не съедет, потому что рамная конструкция охватывает просто эту путевую. Слушайте, но это же получается, что машина становится в 3 раза дороже? Нет. Но если мы закупили одну систему, а потом продублировали ее, а потом еще раз взяли, то есть это вместо одной системы мы поставили 3. Ну, смотря как задублировать систему. То есть дубляж систем, есть там, например, вот возьмем кондиционирование, да, можно поставить 2 кондиционера, можно поставить двухконтурную систему, можно поставить одноконтурную систему с 2 компрессорами. Вот система большая, но в ней есть такое понятие, как риски, расчет рисков и так далее. У нас есть подразделение целое, на самом деле, которое занимается расчетом рисков и что может произойти, конструктивные смотрят особенности и так далее. Знаю, что при разработке машины Юнимобиля продумывается каждая мелочь. Где-то слышала, что есть прислонно-сдвижные двери, которые не защемят даже палец. Правда? Да, есть такие системы. Как-то у нас есть такая система, мы ее разработали. Эта система есть не только у нас есть эти системы, то есть они в мире, распространенные, да, они известны в мире. Вот, просто сами сдвижные двери у каждого разные, и механизмы привода этих дверей разные. Но вот система от защемления, от зажатия, даже есть система в наших, например, дверях, мы там отрабатывали вот в карате все возможные варианты, кроме того, что она не захлопнется, она тебя не защемит, она еще тебя и не... Бывают там варианты, когда может захватить одежду или что-то и тащить за собой машину. И двигаться, например, метро так и делает. То есть вот там 2 даже системы вот на двери, помимо того, что защемление, еще и от того, чтобы тебя не тянуло. То есть и крупные объекты, как рука-нога, она становится, и мелкие объекты, как, я не знаю, ткань какая-то, которую он тоже почувствует, что что-то здесь не так, машина откроет дверь. Какой проект за эти 3 года стал самым важным для вас в UST? Хороший вопрос. Я честно скажу, пока, они все интересны. Меня как-то я не делю. Это как дети. Ну, ты же не делишь, этот самый любимый, это не очень. Вот всегда такое отношение было, не только здесь. То есть, они все проекты, они все нужны, они все прям что-то важное, там, я не знаю. Важность для компании, наверное, да, но есть проекты, которые этот важнее, а этот нет. А вот внутри УПС они все важны. Если вот начался проект, значит, он начался проект. Но нет такого, что все, мы этот не смотрим. Он как-то менее важный. Давайте вот в этот прям важный-приважный. Довольны работой командой? Да. Команда на самом деле классная, шикарная. Команда умеет собраться, команда умеет организоваться. И как-то вот, если споры, они рабочие идут. Алексей, что в вашей работе вызывает азарт? Интересная задача. Какое решение казалось невозможным, но в итоге получилось? Инженерное решение. Инженерное решение. Уменьшение миделя. Казалось невозможным, а прям очень сильно уменьшили. Это что-то на инженерном. Да.
Какой совет вы бы дали молодому специалисту, который пришел к вам работать? Пробовать, не стесняться, ошибаться даже больше, даже так скажем. Не просто пробовать, а пробовать, ошибаться, не бояться. Гордитесь своей работой? Да, Приходилось ли вам когда-нибудь идти на инженерный риск? постоянно. Что чаще всего в вашей работе спрашивают друзья и знакомые? Как ездит Юнимобиль? Если бы вам нужно было очень кратко и очень просто рассказать ребенку, чем вы занимаетесь на работе, что вы делаете? Создаю машины. Не скучаете по самой инженерии? Я же понимаю, вы сейчас не чертите? Сейчас не черчу. Ну, чтобы сказать, так сильно скучаю, ну, иногда бывает. А так некогда. Алексей, спасибо вам за содержательную беседу. Теперь мы вместе со зрителями лучше понимаем, какая работа стоит за созданием каждого Юнимобиля. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, пишите, кого бы еще вы хотели видеть в гостях в нашей студии. Спасибо.